Если при словах «новый Volkswagen» у вас прежде всего возникает ассоциация с Европой, вы далеко не одиноки. Однако автомобильный мир меняется, и в последнее время самые любопытные премьеры немецкий бренд все чаще демонстрирует на другом конце света – в Китае. Причем речь уже не о единичных экспериментах, а о вполне очевидном векторе развития компании. Сегодня поговорим о новом Volkswagen ID Aura T6, электрическом кроссовере, который вполне может стать одним из самых ярких представителей нового поколения моделей марки. Автомобиль создавался специально для китайского рынка в сотрудничестве с местными партнерами и получил технологии, которых пока нет у большинства европейских моделей Volkswagen. Впервые его показали еще весной на автосалоне в Пекине. Тогда производитель лишь приоткрыл завесу тайны, продемонстрировал экстерьер и поделился базовой информацией. Теперь же в Китае раскрыли куда больше подробностей, показали оснащение, интерьер и одновременно открыли прием так называемых слепых заказов, когда покупатели оставляют заявки еще до официального старта продаж. Новинка от Volkswagen открывает новое семейство моделей ID Aura, в котором немецкий бренд делает ставку на локальные технологии, цифровую архитектуру нового поколения и современные системы помощи водителю. Машина получила пятиместный салон и полностью электрическую силовую установку с заявленным запасом хода до 650 км. Давайте познакомимся с ней поближе. Что получил ID Aura T6 и на какие особенности здесь стоит обратить внимание в первую очередь. ID Aura T6 – это среднеразмерный электрический кроссовер. Его длина – 4811 мм, при колесной базе – 2836, ширина почти 1879, а высота – 1648 мм. Чем он цепляет снаружи? Здесь дизайнеры решили смешать современные китайские тенденции с более сдержанными европейскими формами. И надо сказать, это выглядит довольно интересно. Впереди сразу привлекает внимание сплошная светодиодная полоса, объединяющая элементы передней части, и подсвеченный логотип марки. Капот отличается выразительными отвесными линиями, а обтекаемый кузов обеспечивает коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,245. Если присмотреться к деталям, можно заметить полускрытые дверные ручки, узкие передние дневные ходовые огни и расположенные ниже почти квадратные матричные фары с LED-элементами. По заявлению производителя, они способны эффективно освещать дорогу на расстоянии до 300 метров в темноте. Традиционную радиаторную решетку здесь заменили активные воздухозаборники в бампере. Они автоматически открываются и закрываются в зависимости от скорости движения и температуры батареи. Сзади образ завершается заметным спойлером, добавляющим кроссоверу спортивные нотки. Для автомобиля будут доступны 6 цветов кузова, 2 оттенка белого, серый, зеленый, фиолетовый и синий. А относительно колес можно выбрать 19 или 20-дюймовые диски. Салон T6 – это уже непривычный набор кнопок и физических переключателей. Здесь все подчинено цифровому формату и минимализму. Передняя панель полностью лишена физических элементов управления, а основные функции сосредоточены на экранах. Перед водителем расположен компактный 10- и 2-дюймовый приборный дисплей, а в центре крупный 15- и 6-дюймовый экран мультимедийной системы. Он поддерживает искусственный интеллект, а также позволяет устанавливать дополнительные программы и сервисы. Завершает эту цифровую композицию проекционный дисплей на лобовом стекле диагональю почти 26 дюймов. За слаженную работу всей электроники отвечает процессор Mediatek MT 8676. Кроме того, автомобиль поддерживает обновление ПО по воздуху, оснащен режимом охраны с камерами и датчиками, способными контролировать машину даже на парковке. Не обошлось и без дистанционного управления и интеллектуального доступа. Для салона предусмотрено несколько вариантов оформления: сдержанный серый, теплый бежевый и более выразительный оранжевый. В интерьере двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель,
на верхнем уровне которого разместили площадку для беспроводной зарядки и открытые подстаканники. Но настоящая изюминка – кресла. Они получили подогрев, вентиляцию и 10-точечный массаж, а переднему пассажиру дополнительно доступна выдвижная подставка для ног. Для отдыха в дороге спинки передних сидений можно откинуть на 170 градусов, превратив салон вместе с задним рядом в почти полноценное спальное место. Из приятных мелочей – панорамная крыша с солнцезащитными шторками, аудиосистема с 18 динамиками и объемным звучанием, магнитные крепления и складные столики на спинках передних сидений. С практичностью тоже полный порядок. Основной багажник вмещает 576 литров, а спереди предусмотрен дополнительный отсек еще на 90. В основе кроссовера лежит новая платформа SEA, которую Volkswagen разрабатывал совместно с XPeng. Она получила 800-вольтовую архитектуру, а значит, кроссовер сможет поддерживать высокоскоростную зарядку. За движение отвечает единственный электромотор на задней оси мощностью 231 лошадиную силу. Точную емкость батареи Volkswagen пока держит в секрете. Однако есть интересная деталь. Судя по заявленной снаряженной массе, модель, вероятно, получит как минимум две версии аккумулятора. Базовый вариант весит около 2026 килограммов, тогда как масса второй версии достигает 2126. Похоже, дополнительные 100 килограммов приходятся именно на более емкую батарею. По предварительным данным, запас хода электрокара может составить около 650 километров. Интересно, что собственная операционная система Volkswagen, над которой компания работала годами, в итоге оказалась далека от идеала. Владельцы автомобилей нередко сталкивались со сбоями и проблемами в ее работе. Особенно остро ситуация проявилась в Китае, одном из ключевых рынков для компании. Чтобы не уступать позиции, компания пошла на довольно смелый шаг. Значительную часть разработки электроники и интеллектуальных систем доверила китайским инженерам. Именно поэтому за интеллектуальное управление отвечает система, созданная в рамках сотрудничества Volkswagen и Horizon Robotics. В ее основе сенсор LiDAR и чип Horizon Robotics Journey 6H с вычислительной мощностью 420 TOPS. Но LiDAR – это только часть этой системы. Автомобиль буквально окружен датчиками, 11 камер, 5-мм радаров и 12 ультразвуковых сенсоров. Такая начинка позволяет автомобилю уверенно ориентироваться на трассе в режиме автопилота, а в городе выступать в роли полноценного помощника водителя. В Китае уже открыли прием так называемых слепых предзаказов на новый кроссовер Volkswagen T6. То есть желающие уже могут заявить о своей заинтересованности, хотя официальная цена автомобиля пока не объявлена. Судя по всему, полноценный выход модели на китайский рынок уже не за горами, однако точную дату презентации компания пока не раскрывает. ID Aura T6 должен стать одной из ключевых электрических моделей Volkswagen на китайском рынке. Благодаря сотрудничеству с местными компаниями, Volkswagen рассчитывает быстрее выводить новые автомобили с современными цифровыми технологиями и эффективнее конкурировать с китайскими производителями электрокаров, которые в последние годы уверенно наращивают свое присутствие. Для Volkswagen эта борьба сегодня особенно важна. Согласно статистике, в июне 2026 года продажи автомобилей марки в Китае упали на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифра, мягко говоря, впечатляет не в лучшую сторону. Поэтому для компании ID Aura T6 это ставка на возвращение утраченных позиций и попытка вновь укрепиться на одном из крупнейших автомобильных рынков мира. Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.